В этом видео я рассмотрю всевозможные попытки расшифровать значение числа 153 в последней главе Евангелия от Иоанна, которые предпринимались в течение 2000 лет, и объясню вам, почему я с ними не согласен. А в следующем видео я расскажу, почему я считаю, что 153 – это зашифрованное имя автора 4-го Евангелия, апостола Варфоломея. В последней главе Евангелия рассказывается история о 7 учениках Иисуса, которые отправились на лодке ловить рыбу. Сначала они ничего не поймали, но затем на рассвете они увидели на берегу своего воскресшего учителя, который сказал им, где закинуть сети, и вытащили много рыбы. В Иоанна 21:11 говорится, что Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. Многие утверждают, что никакой тайны здесь нет, что апостолы действительно поймали 153 большие рыбы и, заставив Иисуса ждать, сели и зачем-то пересчитали их. Но у этой точки зрения есть несколько проблем. Во-первых, поскольку они использовали сети, то им должна была попасться рыба самых разных видов и размеров. И измерять количество такой рыбы пересчетом ее по головам нет никакого смысла. Даже если бы они пошли продавать эту рыбу, то они делали бы это, измеряя ее вес, а не считая количество штук. Во-вторых, ученики в лодке видели на берегу костер и собирались жарить и есть эту рыбу, что делает ее подсчет еще более бессмысленным. В-третьих, утверждается, что это были большие рыбы, поэтому 153 рыбы – это очень большое количество для 7 рыбаков в одной лодке. Мы не знаем, какие виды рыб были пойманы в тот день, но в Галилейском озере есть один вид рыбы, который буквально называется рыбой Святого Петра или галилейской тиляпией. Так что мы вполне можем взять ее в качестве примера крупных рыб. Если средний вес одной такой рыбины равен около 1,5 килограммов, то сеть со 153 такими рыбами будет весить около 230 килограммов. Это слишком много еды для 8 человек и не тот вес, который святой Петр мог бы вытащить на берег в одиночку. В-четвертых, если ваш Господь и Спаситель только что воскрес из мертвых и лично явился перед вами, неужели вы заставите его ждать, пока вы без всякой причины считаете рыбу? Звучит как самая нелепая пустая трата времени в истории. Представьте себе, воскресший Христос, который мог исчезнуть в любой момент, как он это делал в других случаях, сидит и ждет, пока его ученики заняты бессмысленным подсчетом рыб. В-пятых, в тексте даже не сказано прямо, что ученики пересчитали рыбу. Даже если бы они решили это сделать, мы могли бы ожидать, что автор хотя бы объяснит нам причины этого странного поступка. Но нам просто сообщают число 153, которое выглядит так, будто оно просто вставлено в предложение и может быть удалено из него без какого-либо ущерба для его связности с точки зрения грамматики или смысла. В-шестых, даже если кто-то зачем-то и посчитал рыбу, то для чего автору последней главы было помнить точное количество рыб через десятки лет после этого события? Он даже не помнит имена 2 из 7 учеников Иисуса в лодке или не находит нужным сообщить их нам. А всего 3 стихами выше, в Иоанна 21:8, он пишет, что расстояние до берега было приблизительно 200 локтей. Так почему же выяснение и запоминание точного числа рыб для автора главы было важнее, чем имена всех учеников Иисуса в лодке или точное расстояние от этой лодки до берега? Почему в тексте рядом с этими приблизительными 200 локтями не могло быть приблизительно 100 или 200 рыб? И как он вообще мог быть уверен спустя десятилетия, что не ошибся? Или кто-то записал количество пойманных рыб и хранил эту запись десятки лет, пока не передал ее автору последней главы? И даже если у автора или его источника была некая важная причина записать или помнить точное количество рыб даже через 30 с лишним лет, то он, несомненно, должен был поделиться ей с читателями. В-седьмых, единственная правдоподобная причина, по которой древние люди могли заняться серьезными подсчетами чего-то настолько бессмысленного, как количество рыбы разных размеров и видов, которую они собираются съесть, это гадание. Но в этом случае сначала придумываются конкретный вопрос и способ, которым будет интерпретирован результат. Примером такого гадания могут служить древнекитайские черепашьи панцири, где вопросы к небу часто писали на самом панцире. Затем его нагревали, а возникающие трещины интерпретировали как иероглифы ответов.
Также в Древней Греции была традиция шептать вопрос богам на ухо Герме, то есть колонне с головой или бюстом бога Гермеса, а затем идти сквозь толпу и интерпретировать случайные слова, которые вы слышите от людей вокруг вас, как ответ богов на ваш вопрос. Но в таком случае автор последней главы рассказал бы нам о вопросе и смысле результатов такого гадания. К тому же ученики Иисуса не выбрали бы для гадания время визита их воскресшего учителя. И вообще в христианстве гадание обычно осуждается и нигде в Евангелиях не упоминается. Самое естественное отношение к большому точному числу в древнем тексте, которое появляется из ниоткуда и в явном виде ничего не вносит в контекст повествования, это считать его символическим, и многие люди за последние 2000 лет признавали это и пытались расшифровать его значение. Но общая проблема всех подобных попыток заключается в том, что ни одна из них не отвечает на три важных вопроса. Во-первых, какое отношение это предполагаемое символическое значение числа 153 имеет к тексту самого Евангелия и контексту последней главы? Во-вторых, почему автору пришлось скрывать это значение под каким-то загадочным числом, а не заявить его прямо? Например, если автор хотел назвать Иисуса Сыном Божьим или Мессией, или предсказать, что будет большое количество обращенных в христианство из всех народов, то почему он просто не написал это словами прямо в тексте? В-третьих, почему во всем Евангелии такое символическое число всего одно? Если бы автор правда увлекался нумерологией и ему нравилось без особых причин кодировать абстрактные понятия в виде чисел, то почему он сделал это только один раз в истории о рыбалке? Например, автор Апокалипсиса зашифровал фразу «Цезарь Нерон» как число 666, которое, кстати, как и 153, является пифагорейским треугольным числом. Очевидно, он это сделал потому, что прямое сравнение римского императора со зверем, не говоря уже о других оскорблениях, проклятиях и апокалиптических предсказаниях в адрес Римской империи, могло вызвать серьезные проблемы с римскими властями как у автора Апокалипсиса, так и у его читателей. Также смысл числа 666 объясняется в 7 стихах главы 13 книги Откровения, ведущих к этому числу в Откровение 13:18. Но для нашего числа 153 в Евангелии от Иоанна никаких подобных явных объяснений и оправданий нет. Я мог бы понять, если бы автор использовал количество рыб в качестве метафоры в явном виде, например, написав, что в мире будет больше христиан, чем рыбы в Галилейском море. Но если вы сообщите читателям некий факт из вашей жизни, истинный или символический, например, сколько рыб вы поймали, и предложите им самим придумать свои собственные фантазии на эту тему, то ничего хорошего из этого не получится, потому что метафоры и сравнения, придуманные вашими читателями, не будут иметь ничего общего с вашим первоначальным замыслом, о чем свидетельствует само количество и разнообразие интерпретаций числа 153, предложенных за последние 2000 лет. Давайте сделаем краткий обзор этих интерпретаций. Их можно разделить на две категории. Во-первых, сравнение самого числа 153 или чисел, полученных из него математическим путем, с другими важными числами из Библии или античной философии. Например, святой Августин заметил, что 153 равно сумме целых чисел от 1 до 17 и утверждал, что 17 символизирует спасение, как сумма 10 заповедей и 7 даров Божьей благодати. Святой Григорий считал, что 17 равно 10 плюс 7, которые в некотором смысле являются совершенными числами. 3 символизирует Троицу, и дважды умножив 17 на 3, мы получим 153. Святой Кирилл считал, что 153 – это 100 плюс 50 плюс 3, где 100 символизирует большое число язычников, 50 – меньшее число евреев, а 3 – это спасающая их всех Святая Троица. В Евангелии от Матфея 4:19 говорится, что Иисус обещал сделать своих учеников ловцами человеков, алиис анthropon, что, вероятно, и послужило вдохновением для подобных толкований и сравнений рыб и людей. Другие отмечали, что один солнечный год содержит 12,36 лунных месяцев, а квадрат этого числа равен 152,77 и округляется до 153. Также, если нарисовать две равные пересекающиеся окружности, проходящие через центр друг друга, то общая для них область имеет форму, напоминающую рыбу, называется рыбьим пузырем, по латыни vesica piscis, а отношение ее длины к высоте равно квадратному корню из 3, который Архимед вычислил как 265, деленное на 153.
Святой Иероним утверждал, что ученые первого века считали, что в мире существует всего 153 вида рыб. Однако ни в одном сохранившемся древнем трактате этого числа нет. Можно добавить и современные любопытные факты о числе 153. Например, то, что оно равно сумме кубов своих цифр 1 в кубе плюс 5 в кубе плюс 3 в кубе, что в теории чисел называется числом Армстронга или нарциссическим числом, хотя до появления нашей десятичной позиционной системы счисления этот факт был менее заметным. И так далее. И этот список иллюстрирует две проблемы, о которых я говорил выше. Зачем автору было прятать некий математический курьез или метафору в последней главе Евангелия? Плюс, даже если он это сделал и кто-то угадал его намерение правильно, то как мы должны узнать, какая из этих догадок была верной? Это все равно, что я попрошу вас угадать число, о котором я сейчас думаю, а потом уйду и никогда не скажу вам ответ. Даже если каким-то чудом вам удастся это сделать, как вы сможете узнать, что вы угадали правильно? Если в числе 153 зашифровано какое-то мудрое изречение или любопытный математический факт, использованный в качестве метафоры, то автор мог бы написать об этом прямо. Незачем было скрывать это от читателей и играть с ними в ребусы в книге, целью которой является как можно убедительней и понятней рассказать об Иисусе и его учении. Если бы это было какое-то важное совпадение, например, количество рыб действительно совпало с 17-м пифагорейским треугольным числом, и автор увидел в этом факте какой-то глубокий смысл, то он бы прямо указал на это и подчеркнул, что апостолы действительно посчитали рыб, и их количество оказалось символическим числом. И самое главное, он рассказал бы нам, почему он считает этот факт важным и интересным. Вторая категория толкований основана на вычислениях числовых значений слов, которые называются изопсефия или гематрия. В древних языках, таких как греческий, иврит и церковнославянский, буквы имели числовые значения, потому что наша современная десятичная позиционная система, в которой мы используем всего 10 цифр, значения которых зависят от их позиции в числе, еще не была изобретена или не применялась. И если вы сложите числовые значения всех букв в определенном слове, то их сумма будет числовым значением этого слова. Например, если сложить числовые значения букв в греческом слове «Иисус», то получится 888. Греческое слово «исопсефия» происходит от слов «исос» – равный и «псефос» – галька-камешек, что означает «равный счет», поскольку для счета в древности использовались камешки. Эквивалентное слово на иврите «гематрия» также происходит от греческого слова либо геометрия, либо грамота, что означает буквы. Если вам дано некое число и у вас есть достаточно времени и настойчивости, то вы можете найти одно или несколько слов с соответствующим числовым значением. Например, числовое значение моего собственного имени Сергей по-гречески равно 323, году смерти Александра Македонского. В интернете даже есть калькуляторы гематрии, которые подбирают слова, соответствующие каждому числу, хотя я не знаю, насколько они точны. Учитывая, что количество слов в одном языке составляет от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч, в зависимости от метода подсчета и количества иностранных заимствований, а гематрическое значение одного слова, например, в древнегреческом языке, обычно не превышает пару тысяч, становится очевидным, что нахождение слов с заданным произвольно гематрическим значением не является каким-то невероятно удачным совпадением. Обычно таких подходящих слов существует много. И если я скажу вам, что некое слово, соответствующее, например, числу 323, имеет для меня символическое значение, то откуда вам знать, какую из многих возможных интерпретаций я имею в виду? Наиболее впечатляющие гематрические интерпретации числа 153, которые я слышал, это фразы на иврите «Я Бог», «Они Элохим» или «Дети Божьи», «Бне Элохим». Хотя, если в начале Евангелия уже сказано, что Иисус – божественный логос, то какой смысл скрывать подобное утверждение в виде числа в конце книги? Абне Элохим, дети Божьи, в апокрифической книге Еноха описываются как падшие ангелы, сошедшие на землю, чтобы зачать детей от человеческих женщин, что вряд ли является подходящим примером для учеников Иисуса. Другая интерпретация заключается в том, что 153 соответствует слову «сети», но зашифровать слово «сети»
в рассказе о ловле рыбы сетями кажется довольно излишним и бессмысленным. Еще одна интерпретация касается книги Иезекииля 47:9-10, в которой описываются два волшебных источника пресной воды – Геди и Эглаим, которые в будущие мессианские времена должны сделать Мертвое море пресным и полным рыбы. Геометрические значения Геди и Эглаима – 17 и 153. Но, во-первых, тот факт, что 153 – это 17-е треугольное число, был также верен в эпоху Иезекииля, как и сегодня, так что на самом деле здесь совпадение только одно, а не два. Во-вторых, вода в Мертвом море все еще очень соленая, так что хвалиться этим пророчеством как сбывшимся вроде как преждевременно, даже через 2000 лет. В-третьих, если вы будете искать достаточно усердно в книге размером с Библию, то вы обязательно найдете несколько слов или фраз, геометрические значения которых равны 153 или числу, которое вам нравится. И в-четвертых, что наиболее важно, Евангелие было написано на греческом языке. Первыми читателями Евангелия, для которых была написана эта книга, в основном были говорящие по-гречески бывшие язычники, плюс иудеи из грекоязычной диаспоры. Вероятность того, что кто-либо из них знал на память геометрическое значение на иврите названия источников пресной воды из книги Иезекииля, практически нулевая. Если бы автор последней главы действительно придумал какую-нибудь интересную метафору, сравнивая рыбалку в Галилейском море под руководством Иисуса с пророчеством Иезекииля, то он наверняка рассказал бы об этом своим грекоязычным читателям напрямую, а не скрыл бы ее так, что ее смогли найти только специалисты после тысячелетий вычитывания Библии на иврите. То же самое можно сказать и про идею некоторых ученых, что когда Иисус сказал рыбакам попробовать ловить рыбу с правой стороны лодки, он имел в виду совет перейти от обращения в христианство только иудеев к обращению язычников без принятия ими иудаизма. Но если автор действительно думал об этом и хотел высказаться по этому поводу, то ловля рыбы с другой стороны лодки – это какой-то уж слишком тонкий намек, чтобы передать эту идею. Те читатели, которые никогда не задумывались о крещении язычников без перехода в иудаизм, наверняка его не поймут. А тех, кто думал об этом настолько навязчиво, что им напоминала об этом даже рыбная ловля, убеждать было не нужно. Вообще, проповедовать новую философию или религию людям, которые с вами не согласны, и так очень непросто. Если у автора последней главы была какая-то глубокая интересная философская мысль, связанная с ловлей рыбы апостолами, то он бы сделал то, что в такой ситуации делают другие. Использовал бы все свое красноречие, чтобы попытаться объяснить эту мысль читателям, а не выдумывал бы какую-то загадку и надеялся, что после тысячелетних поисков кто-то поймет, на что он намекал. Если он хотел сравнить поимку 153 рыб с обращением в христианство, то он бы высказал это прямо, написав что-нибудь вроде «И тогда апостолы, по слову Христа, вытащили сеть с сотнями рыб, больших и малых, и увидели в этом знамение, что Христос сделал их ловцами человеков, дабы великое множество язычников из всех народов мира уверовало и было спасено». И в этом случае лучше было опустить ту часть, где апостолы в итоге съели эту рыбу. Когда Иисус сравнивает своих последователей с овцами, а себя с пастухом, он использует древнюю метафору междуречья о благосклонном правителе, заботящемся о своих подданных, как пастух о своих овцах. Но зачем сравнивать своих последователей с той рыбой, которую вы убили и съели? Также, если автор последней главы увлекался нумерологией и был склонен кодировать символические математические факты или религиозные слова и фразы в виде чисел, то почему он сделал это всего лишь один раз? Почему он не разбросал такие числа по всему тексту, по крайней мере последней главы, если не всего Евангелия? Если вы просмотрите любую статью о нумерологии и символизме чисел, включая те самые статьи, в которых авторы пытаются расшифровать смысл 153 рыб, то вы не найдете там ровно одно символическое число, которое автор упоминает только один раз. Вы увидите много чисел с разными символическими значениями и объяснениями. А вот если 153 – это имя автора, как утверждаю я, тогда вполне логично, что оно было использовано только один раз и именно в конце книги. И я думаю, что единственная причина, по которой люди не смогли догадаться об этом в течение 2000 лет, заключается в том, что великие умы, которые думали об этом, перехитрили самих себя, ища сложную нумерологию или метафизический символизм вместо самого простого и естественного ответа. Необычное число в конце книги – это зашифрованное имя ее автора.
Люди, ищущие объяснение для числа 153, похоже, не замечают, что на самом деле в понятие гематрия, связанное с анализом числового значения слова, вкладываются две совершенно разные концепции, два различных смысла. Первый смысл гематрии – это зашифровка слова в виде числа, когда вы не можете написать его прямо, но хотите, чтобы хотя бы некоторые из ваших читателей его угадали. Второй смысл – поиск скрытых связей, либо между вашим словом, выраженным его числовым значением, и каким-то важным текстом или событием, либо между двумя словами на основе их одинаковых числовых значений. Например, если числовое значение вашего имени совпадает с числовым значением какого-то абстрактного понятия, то вы можете воспринять это как знак того, что это понятие каким-то образом относится к вам. Принципиальная разница между этими двумя использованиями гематрии заключается в том, что в первом случае вы используете гематрию просто как шифр. Числовое значение вашего секретного слова вычисляется вами и сообщается вашим читателям, чтобы помочь им угадать зашифрованное вами слово. Во втором случае ваши расчеты гематрии призваны найти некую связь между словами или числами, которая существовала до вас, которую вы находите и принимаете как знамение от некой божественной силы. Два самых известных случая использования гематрии в Новом Завете иллюстрируют оба этих типа. В Откровении 13:18 после метафорического описания римских правителей сказано: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». То есть автор использует числовое значение, чтобы зашифровать имя, которое он не может произнести напрямую – Цезарь Нерон. Другой тип гематрии, поиск совпадений и знамений, мы находим в Евангелии от Матфея 1:17. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. 14 – это гематрическое значение имени царя Давида. В отличие от автора Откровения, Матфей не использует никаких шифров. Он намекает, что реальное число поколений указывает на то, что Иисус – потомок царя Давида и Мессия. Чтобы понять разницу между этими двумя типами гематрии, представьте, что какой-нибудь исследователь Нового Завета говорит вам, что гематрическое значение его имени 888, как и у имени Иисуса. Некоторые люди сочтут это совпадение весьма интересным и символичным. А теперь я говорю вам, что в этом видео я трижды упомянул число 888. Это никого не впечатлит, потому что нет никакого совпадения или божественного знака в том, чтобы специально вставить какое-то число в свой текст. И люди, которые пытаются интерпретировать 153, смешивают эти два значения гематрии, ища мистический смысл в числе, которое автор последней главы просто вставил в нее сам. И даже если вы верите, что апостолы действительно поймали 153 рыбы, это событие само по себе недостаточно важное, чтобы через это число искать его божественные связи с другими событиями, людьми или предметами. Можно увязать количество рыб с явлением воскресшего Иисуса, но смысл этого события и так совершенно очевиден и не нуждается в дополнительном символизме. Например, если бы 153 рыбы были пойманы сразу после рождения Иисуса, и окружающие, воспользовавшись любым из найденных за 2000 лет объяснений смысла числа 153, увидели бы в этом божественное предзнаменование для будущей жизни Иисуса, это, возможно, имело бы смысл. Но зачем нужны предзнаменования, когда Иисус уже умер, воскрес и явился своим ученикам? Какую неоднозначность в явлении воскресшего Иисуса имело смысл разгадывать с помощью магических чисел? И даже если бы автор рассматривал ловлю и подсчет рыбы апостолами как некий символ или гадание, то он бы объяснил нам, что это должно было означать и символизировать, на какой вопрос высшие силы должны были ответить и как полагалось интерпретировать их ответ. И главное, зачем бы апостолы стали гадать на рыбе, когда к ним явился сам воскресший Христос? Я считаю, что отсутствие таких объяснений означает,
что автор сам руками вставил это число в текст как шифр, и поэтому нужно не искать в нем какой-то божественный или магический символизм, который люди пытались безуспешно найти на протяжении последних 2000 лет, а попытаться угадать, какое слово зашифровал сам автор. Итак, все предложенные ранее объяснения не отвечают на 3 моих вопроса. Зачем было скрывать эту информацию в виде числа, почему она уместна в данном отрывке и почему автор сделал это только один раз. А мое объяснение, что 153 это зашифрованное имя автора, отвечает на все 3 вопроса. Автор последней главы скрыл имя апостола, любимого ученика Иисуса, написавшего Евангелие, потому что не был уверен, действительно ли апостол Варфоломей, не сообщивший сам читателям свое имя, хотел подписать Евангелие или опубликовать его анонимно как любимый ученик. Оставив читателям право догадываться, автор последней главы таким образом и сообщил, и не сообщил нам имя автора Евангелия. Далее, подписать книгу, зашифровав в конце имя ее автора, очевидно является актуальным и важным для этой книги. И сделать это достаточно только один раз. И я подробно расскажу об этом в следующем видео.